Добрый день, друзья! Вначале небольшое объявление. В последнее время все больше сообщений, что YouTube скоро закроет. Поэтому я открыл дублирующий канал на Яндекс.Дзене. Буду рад видеть всех вас и там. Надеюсь, все будет хорошо. Удачи всем нам. Ссылка на канал в описании под видео. Please make welcome for your rocking pleasure that little old bear from Texas, ZZ Top. Как и русского крестьянина позапрошлого века, фронтменов ZZ Top Билли Гиббонса и Дасти Хилла невозможно представить без окладистых до пупа достающих бород. Борода украшает мужчину, искренне верят музыканты. Однажды даже отказавшие известному каналу, предложившему им сбрить свою красоту в прямом эфире за $2 миллиона. Подумать только, но ZZ Top, обычно с виду кантри-блюзовая группа из Техаса, стала одним из самых жизнеспособных и известных трио в истории рок-музыки. Любой их альбом можно расписать одной единственной формулой – простота и верность себе. Группа появилась на свет в 70-м году в Хьюстоне, и история ее создания незамысловата и проста. В конце 60-х в городе и его окрестностях были замечены две молодые команды. В первой как раз и играл Билли Гиббонс, а во второй Дасти Хилл и Фрэнк Бёрд. Всем им в 70-м году исполнилось по 21 году. Гитарист и вокалист Билли Гиббонс с детства увлекался песнями Элвиса Пресли, а осваивая гитару пытался подражать манере Джеймса Брауна. Все участники триады в прошлом неплохие спортсмены. Билли имел все шансы стать одним из лучших гонщиков Америки. Сегодня в его коллекции Харлеев, Родстеров и Олдсмобилей может позавидовать любой нефтяной шейх. Фрэнк подавал надежды как боксер, а вот Дасти неплохо играл в баскетбол. Выступал даже в юниорском составе абсолютных чемпионов штата Техас Рейнджерс. Но когда дело дошло до отправки во Вьетнам, раздобыл себе справку, что ему противопоказаны физические нагрузки. И с тех пор путь под кольцо ему заказан. После школы Билли начал играть в психоделической группе Moving Sidewalks, которая успела выпустить сингл, имевший местный успех, и выступить на разогреве у команды Джимми Хендрикса. В результате эти двое стали друзьями, и в интервью Хендрикс называл Гиббонса одним из своих любимых молодых гитаристов. Но началась война во Вьетнаме, и товарищи Билли призвали в армию. Пришлось искать новых музыкантов. На момент рождения ZZ Top первый состав группы был фактически последним экипажем Moving Sidewalks. Вокалист и гитарист Гиббонс, басист Ланье Крейг и барабанщик Дэн Митчелл. Именно эта троица записала самый первый сингл ZZ Top «Salt Lake», после чего карьера Крейга в команде закончилась, и его место занял Билл Этеридж. Недолго продержался и Дэн Митчелл, и за ударную установку вскоре сел Фрэнк Бёрд. Он же привел с собой товарища по группе American Blues, басиста Дасти Хилла. Первая репетиция в историческом составе Гиббонс-Хилл-Бёрд прошла 10 февраля 1970 года. Формирование штатного расписания было завершено, можно было начинать активную жизнь. Как и большинство таких же молодых групп Южных Штатов, они использовали каждую возможность выступить. С первого же года существования активно разъезжались концертами. Мало-помалу ZZ Top приобретали популярность и обзаводились первым поколением фанов. У группы появился и собственный продюсер Билл Хэм, который сыграл важную роль в становлении коллектива. В частности, он порекомендовал парням обратить внимание на хард-рок. По его мнению, этот стиль мог бы стать востребованным, особенно в сочетании с внешними образами музыкантов. Сочетание хард-рока и блюза стало визитной карточкой группы. У коллектива уже было достаточно песен для того, чтобы выпустить альбом, но он не вызывал интереса у американских продюсеров. Зато лондонская студия London Records предложила очень выгодный контракт
Их дебютный альбом, логично названный ZZ Top's First Album, вышел в конце 70-го года. Одна из песен даже попала в чарт Billboard, но популярности это не увеличило. Пока что группа была малозаметной среди всего многообразия музыкального рынка Европы и Америки. Второй альбом, подготовленный в перерывах между гастролями, вышел в 1972-м. Названный Rio Grande Mad, он отражал гораздо большую гибкость в толковании блюз-рока. Пластинка включала мажорную песенку «Францин», которая стала первым раскрученным хитом группы и принесла ей некоторую известность. Популярности команды, а заодно и успеху альбома немало помогло участие в промо-туре Rolling Stones 1972 года в качестве группы поддержки. Третий альбом не заставил себя долго ждать и был готов уже в 1973 году. Мощная, приподнятая по настроению запись сплавляла излюбленной группой блюз с энергичным роком. Эта пластинка включала первый национальный хит трио «La Grange» с его сильным роковым гитарным рифом. Активная ротация на радио вывела альбом в топ-10 и сделала его первым платиновым диском в дискографии ZZ Top. А песня «La Grange» стала самой знаменитой песней группы. Она задала направление всему их творчеству. Песня много раз звучала в саундтреках разных фильмов и попала в список 100 величайших песен по версии журнала Billboard. Основная часть мелодии была сыграна на гитаре Fender Stratocaster 1955 года. Песня повествует об одном из самых старых борделей в США, который расположился в Техасе, в городке Ла Гранж. Вот вам и название песни. По иронии судьбы, бордель был закрыт через 3 месяца после релиза песни. В 1974 году ZZ Top решили устроить что-то вроде собственного фестиваля с длинным названием Texas Size Rompin' Stompin' Burn Dance and Barbecue. Первое шоу они провели на стадионе Техасского университета. На группу пришло посмотреть более 85 тысяч человек. Для одного университета это было слишком, и администрация ошеломленного учебного заведения впредь отказалась от любых рок-концертов, и запрет был снят только через 20 лет. Тур в поддержку третьего релиза вылился в многомесячное изнурительное путешествие по странам и континентам. Показателем стал и тот факт, что на разогреве у них выступали величайший американский музыкант Карлос Сантана и не менее величайший британский певец Джо Кокер. После небольшой передышки трио продолжило пополнять свою дискографию новыми релизами. В 1975 году вышла пластинка, которая сочетала новые студийные треки с концертными записями. Уже можно было говорить о полноценном успехе. Диск провел в чартах 83 недели и разошелся миллионным тиражом. В 1976 году появились еще 2 работы, но их успех был менее значительным. В поддержку этих альбомов ZZ Top отправились в новый продолжительный тур Worldwide Texas, растянувшийся почти на 2 года. Они действительно везли с собой кусочек Техаса на сцену, украшенную непременными кактусами, выводили настоящий рогатый скот, живого бизона и выносили гремучую змею. Декорации для выступлений перевозили в 13 трейлерах, а команда группы, которая оформляла сцену и решала организационные вопросы, состояла из 50 человек. Но эта затея себя оправдала. Прибыль от гастролей составила почти $12 миллионов, что по тем временам было явлением исключительным. А затем ZZ Top взяли не менее продолжительный тайм-аут. После многолетних гастролей, прерывавшихся только для студийной работы, музыканты нуждались в отдыхе. Но причина была не только в этом. ZZ Top решили пересмотреть условия сотрудничества с лейблом или найти другую компанию, которая предложила бы им более выгодный контракт.
и рекорд-лейбл Warner Bros. Music принял их условия. Освеженные отдыхом, трое музыкантов записали ряд оригинальных энергичных композиций и сделали вдохновенные кавер-версии. Треки были представлены на 7-м лонгплее. Ко времени начала записи Гиббонс и Хилл независимо друг от друга отрастили длинные бороды, и этот новый имидж потом активно эксплуатировался в их видеоклипах, став в конце концов визитной карточкой группы. В году трио впервые отправилось концертами в Европу. В том числе они побывали на телешоу The Old Grey Whistle Test. Вместе с ними участие в передаче принимал синти-поп-ансамбль Orchestral Memories in the Dark, музыка которых очень понравилась техасским блюз-рокерам. Именно это знакомство подтолкнуло ZZ Top начать экспериментировать с синтезаторами, что отразилось уже на вышедшем год спустя альбоме El Loco и позволило в новое десятилетие выработать группе свой ни на кого не похожий саунд. В нем сохранился блюзовый дух, но он был совмещен с танцевальным потенциалом синтезаторной поп-музыки. Но настоящим бестселлером стал экспериментальный альбом 1983 года Eliminator. Широкое использование синтезаторов усилило и расцветило новыми красками звучание группы, но вызвало естественное недовольство у сторонников чистого блюза. Зато массовая аудитория оценила эти нововведения. Диск добрался до 9-й строки рейтинга Billboard и больше года оставался в чарте. А к середине 90-х тираж Eliminator в Соединенных Штатах превысил 10 миллионов копий. Для раскрутки диска музыканты умело использовали те богатые возможности, которые предлагал недавно появившийся канал MTV. Можно сказать, что у ZZ Top есть четвертый участник в лице культового красного Hot Rod'а, представленного в большинстве их музыкальных клипов и на обложке их альбома Eliminator. Более того, это на самом деле прозвище автомобиля, и это собственность гитариста Билли Гиббонса, который сделал его на заказ в начале 80-х. Хит-сингл «Gimme All Your Lovin'» разошелся в мире миллионным тиражом. Новейшие компьютерные технологии мирно уживались в работах ZZ Top с развязанным имиджем простых парней из ближайшего бара. Именно этому они во многом обязаны репутации отличной концертной команды, невероятно привлекательной для слушателей. Через 2 года был опубликован лонгплей Afterburner. Достаточно сильный и уверенный альбом, которому не хватало какого-то внешнего блеска, чтобы сравняться с коммерческим успехом своего предшественника. Музыканты продолжали осваиваться на новых территориях, вводили драм-машины, секвенции и компьютерные сэмплы, не забывая о фирменных гитарных ходах. Объездив с очередным концертным марафоном Америку, а заодно и еще полмира, трое участников берут новую паузу. Вернутся они только через 5 лет с 11-м альбомом Recyler. В этом же году ZZ Top дебютирует на большом экране, снявшись в фантастическом фильме «Назад в будущее 3». Трек ZZ Top Double Back фигурирует в финальных титрах фильма, а группа также появляется в самом фильме, играя старомодную акустическую версию песни. Это не единственный оригинальный трек, который ZZ Top записали для фильма. Есть еще She's Just Killing Me, показанный в вампирском хорроре Роберта Родригеса и Квентина Тарантино «От заката до рассвета». За время отсутствия команды на передовых рубежах шоу-бизнеса многое изменилось, и с годами интерес к их работам начал заметно падать. В 1991 году лейбл Warner подготовил компиляцию лучших хитов команды, а еще через год ZZ Top все-таки вышли из-под опеки лейбла и подписали новый контракт с RCA. Первой работой на новом лейбле стал диск «Антенна», опубликованный в 1994 году.
На протяжении 90-х музыканты продолжали записываться, не забывая о своих музыкальных истоках, и выпустили еще 2 альбома: Rhythm в 96 году и XXX в 99. Загадочное название последнего музыканты отказывались комментировать, но не возражали против версии, что это юбилейный альбом к 30-летию существования группы. Конечно, большой коммерческий успех команды остался в прошлом, но как живая группа ZZ Top продолжают, что называется, пользоваться спросом. В течение многих лет и даже десятилетий одной из сильнейших составляющих их огромного успеха было тщательно подготовленные драйвовые, захватывающие живые шоу, которые неоднократно устанавливали рекорды посещаемости и прибыльности в Соединенных Штатах. ZZ Top оставалась уникальной командой, которая сохраняет верность не только выбранному пути, но и своему оригинальному составу. «Нам все еще нравится играть вместе», — говорит Гиббонс. А для группы это значит очень много, если не все. Фактически мы играем вместе дольше, чем мы женаты, дольше, чем учились в школе. Да, мы ничем так долго не занимались. И даже не верится, что прошло уже 30 лет. Но и 30-летний стаж не заставил их уйти со сцены. В сентябре 2003 года ZZ Top представили свой новый альбом, который поддерживали мощными гастролями. Отыграв 18 концертов еще до релиза, они начинают длинный концертный марафон по Северной Америке и Европе. «Мы всего лишь 3 обычных парня, которые играют все те же 3 аккорда», говорил о ZZ Top фронтмен команды. Однако следующий альбом вышел в свет только в 2012, после долгого перерыва. Пластинку сразу высоко оценили критики. Так, Стивен Р. Левайн отметил, что этот релиз, несомненно, лучший альбом группы со времен 80-х. Ярким хитом этого диска стала композиция «I Gotcha Get Paid», на которую музыканты сняли жаркий клип. Но на самом деле это кавер на рэп-трек. Песня представляет собой переработку трека от DJ DMD, рэп-команды из Хьюстона, штат Техас, где в 1998 году оригинальная запись песни имела большой успех. В последующие годы участники команды выпускали сборники с концертными записями. Также легендарные бородачи начали подготовку к празднованию в 2019 году 50-летнего юбилея. В сентябре этого же года Хилл сообщил в интервью, что группа планирует выпустить новый альбом, так как записанного материала у коллектива достаточно. В ноябре 2020 года стало известно, что документальная картина «Эта маленькая старая группа из Техаса» номинирована на премию Грэмми как лучший музыкальный фильм к церемонии награждения, запланированной на март 2021 года. Однако летом фанатов группы поразила новость о смерти Дасти Хилла. На тот момент бас-гитаристу исполнилось 72 года. В инстаграм-аккаунте команды появилось официальное обращение от участников группы. Музыканты написали теплые слова в память о талантливом коллеге, отметив, что им и поклонникам коллектива будет не хватать его надежного присутствия, доброго нрава и стойкой приверженности делу создания непоколебимого фундамента для ZZ Top. Несмотря на смерть Хилла, они стали самой популярной в мире группой вот уже 10-й год, не выпускающей студийных альбомов. Ну а зачем? Ведь публика и так встает на уши, увидев выезжающих на Харлей Дэвидсонах вечно молодых бородачей и заслышав первые такты их мега-хитов. И я не исключение.